Герой этого выпуска – 19-летний Рамазан, двукратный чемпион Дагестана по направлению воркаут. История четырехлетней трансформации его навыков на турнике не может оставить равнодушным. Мы и пообщались с Рамазаном, и вам точно стоит досмотреть это видео до конца, если хотите узнать, как он тренируется, и увидеть самые мощные элементы атлета. Ну а это Владарович. Атлет спит в каждом из нас, и я его разбужу. Сам спортсмен родился в Казахстане, в городе Актау, а после того, как исполнилось 4 года, он переехал в Дагестан, Махачкалу. Тренировки начал летом 2017 года, после того, как увидел у друга детства различные элементы на турнике, ну и ему понравилось, захотел повторить. Думаю, это обычная история для многих подростков, но не каждый доводит такие занятия до какого-то серьезного уровня. Парень перепробовал бокс, карате и в школе был сильнее сверстников по физподготовке. Хотелось выплескивать свою энергию. Но понимал, что эти занятия не приносят ему удовольствия, пока не занялся калистеникой. Изначально какую-то силовую закалку получал банально у бабушки на деревне, помогая по хозяйству. Поначалу вдохновляли Рамазана Ник Анисимов и Вова Садков. Те ребята из старой школы, которые были в 13-15 годах на пике своей формы. Помню старые видосы. Потом брал пример с Лайзенса и особенно нравился стиль Ларосы. Сейчас же атлет не создает себе кумиров, он просто тренируется и мотивируется собственным примером. Иногда наблюдает за видео Валентина ОТЗ, о котором я, кстати, рекомендую посмотреть полноценный выпуск на моем канале. Текущий рост парня 1,79 м и вес 71 кг. В 2018 были первые воркаут-соревнования, чемпионат Дагестана. Статика тогда была на уровне умений переднего виса, горизонта, самолет ноги врозь, но не было динамики. Из-за этого на тех соревнованиях так ничего и не занял. В 2019 хотел попробовать себя участником на соревах премии Кардо, но даже не прошел отбор, опять же из-за динамики. Ну и наконец парню надоело проигрывать и стал активно наверстывать уровень. В августе 2019 года он выиграл свои первые соревнования, чемпионат Дагестана. В 2020 году занимал первое место на чемпионате Ставрополя и вновь пробовал себя на кардо. Прошел отбор и дошел до финала, где батлился с Денисом Силкиным, который тогда и выиграл. Он тоже был героем моего сюжета, смотрите на канале. Уже в мае 2021 Рамазан отправится на кардо вновь, пожелаем ему удачи в комментариях. В том же 2020 году Рамазан подтвердил свое чемпионство в Дагестане и стал двукратным победителем в республике. Одни из самых сложных элементов, которые умеет Рамазан, это передний вис на одной, выжимает самолет на пальцах на полу, делает флаг на одной руке, много отжимается в фулл планше, а в горизонте выжимает 35 повторений. Дальше я детально расскажу, как Рамазан изучал элементы. Ребят, кто недавно начал свои тренировки и хочет быстрее прогрессировать, наверняка у вас много вопросов. И вам будет интересен мой опыт и ошибки, тренируясь с 2011 года. Я подготовил электронную мини-книгу по воркауту «7 ошибок начинающего в тренировках и питании». Заходи по ссылке в описании или закрепленном комментарии. Я ее отправлю каждому за донат на символическую сумму в поддержку каналу. Прикрепляй свои соцсети в сообщении к донату для обратной связи. Это моя мотивация улучшать контент и работать дальше. Ну, а если кто-то из вас хочет больше уделять времени любимому делу, развивать себя в соцсетях и уже начали вести свой YouTube канал, но не понимаете, откуда взять первые просмотры, подписчиков и почему вас не смотрят, ну или может рост остановился, то обращайтесь ко мне за помощью в развитии канала. Тем самым я сэкономлю вам месяцы потраченного времени на ошибки. Вместе разберем ваш контент, ошибки и составим план действий для роста. Также отправлю список конкретных шагов по правильной настройке видео. Напишите мне, контакты в описании, там же страничка с моими результатами и отзывами ребят. Двигаемся дальше к сюжету. Как же у Рамазана проходили тренировки и изучение элементов? Передний вис советуют изучать высокими подтягиваниями до пресса и подъемами на ровных руках из нижней точки. Это послужит хорошей силовой подкачкой. Каждое упражнение по 5-6 подходов. Ну и конечно закреплял, делая попытки самого элемента. На изучение ушло примерно 1-2 месяца. Горизонт атлет изучал по видео Миши Баратова. Прогрессии были такие: закрытый горизонт, отжимания с уводом тела вперед по 5-6 подходов и попытки. Укреплял базой спину и плечи. Ноги врозь дался за 2 месяца, а на изучение фулл планша ушло еще порядка 2 месяцев.
Самолет в фуле получилось стабильно выполнять через более год тренировок, а то и через 2. Вообще, сами элементы это можно изучать относительно недолго, но именно отточить технику может потребоваться пару лет. Стойку на одной и флаг на одной парень выучил попытками и растяжками плечевого пояса. Из-за хорошей базы любые элементы ему давались быстро, но с балансами всегда были сложности. За последние полгода стойка на одной стала получаться более-менее хорошо. За все время учился или сам, или по YouTube роликам. Не было такого, чтобы кому-то дополнительно писал, задавал вопросы, как выучить и так далее. Когда Рамазан начинал тренировать статику, то его базой были 25 подтягиваний, 40 на брусьях и 70 раз от пола. Это те значения, на которые вам стоит ориентироваться, прежде чем изучать силовые элементы для скорейшего прогресса и делать акцент на попытки. По динамике арсенал элементов небольшой, но из того, что умеет сейчас, учился примерно 3-4 тренировки на элемент и потом оттачивал стабильность. Поговорим детальнее о плане тренировок Рамазана. Занятия обычно проходят 4 раза в неделю, примерно по 3 часа. Обязательная разминка, иногда это может быть скакалка. Тренировки начинают с брусьев, примерно 15-20 минут статика и комбинации, а потом час-полтора фристайла на турнике. Потом вновь возвращается на брусья, отрабатывает статику и в конце тренировки уделяет полчаса базе. Кстати, если нравится ролик, помоги его продвижению, поставь лайк и напиши комментарий. Так, ну а что у нашего героя по спортпиту? Он пробовал один раз креатин, почувствовал эффект в прибавке силы, выносливости, больше энергии стало и меньше закисления. При этом Рамазан набрал вес с 69 до 73 кг после приема добавки. Но элементы также хорошо получались, и вес не ощущался. В целом по питанию особо ничего не соблюдает, и нет никаких правил. Кушает, что готовят дома и в любое время, в том числе и мучное, сладкое. Энергозатраты на тренировках все нормализуют. По травмам. В 2018 году после переднего виса на одной руке были проблемы с плечом. Порядка года вис на одной не тренировал. В 2019, когда на следующий день после соревнований пошел на тренировку, не восстановившись, плечо вновь дало о себе знать. Не мог даже отжиматься первое время. Постепенно от минимальных нагрузок плечо стало восстанавливаться, по крайней мере проходили неприятные ощущения. И еще разбивал лоб, когда делал гейнер на 180, приходилось сшивать. Вот такие вот истории. По базе сейчас он делает тренировки 1-2 раза в месяц. Нагрузки от элементов хватает. Последний раз на максимум было 47-48 подтягиваний, брусья раз 100 и от пола раз 100 тоже будет. Но в начале тренировок Рамазан первые 2,5 года базу делал на каждой тренировке, иногда и с дополнительным весом в конце занятий. Атлет скоро будет поступать в МЧС Академию. Активные тренировки бросать, говорит, не планирует, хотя бы до лет 30. А там уже как сложится. Занятия для себя точно останутся. Зрителям этого сюжета Рамазан желает никогда не ограничивать свои возможности мыслями в голове. Он тоже, когда увидел самолет ноги вместе, вначале думал, что никогда не сможет это повторить, но результат вы видите сами. Говорит, что если следите за какими-то топ-атлетами, то помните, что они такие же, как и вы сможете тоже добиться такого уровня. От себя я добавлю, быть может тот, кто смотрит этот ролик и близко не умеет того, что делает сейчас Рамазан, но благодаря этой истории через 1, 2, 3 года упорных тренировок вы уже сможете добиться еще и большего прогресса и будете сами главными героями в мотивационных роликах для других. Контакты Рамазана в ТикТок и Инстаграм в описании. Ребят, а кому интересны регулярные полезные статьи о тренировках, совместный чат с другими спортсменами, где можно обсудить занятия, в описании вас ждет мой авторский телеграм-канал Владарович, где нас уже более 1500 человек. Там же и дополнительные материалы к выпускам на YouTube, аудиоподкасты к этим видео. Не забудь подписаться. Автор сюжета я, Владарович. Разбуди в себе атлета. А сейчас я предлагаю тебе встретиться в других роликах на канале. Нажимай на плейлист, выбирай интересную историю и узнавай о новых героях.